Так, друзья, всем привет! Сегодня видео про остатки, парфюмерные остатки, остатки парфюмерных фабрик моей коллекции. Но, как говорится, остатки сладкие. И сегодня я вам покажу самое вкусное, что на сегодняшний день у меня осталось из парфюмерных фабрик. И в ближайшее время большая часть этого разъедется в свои новые домики, потому как большую часть этих орхидей мы уже разыграли на нашем канале. Оставил я себе самое такое, знаете, вкусненькое. Так, что-то мерцает свет, не пойму. Вот. Но в любом случае я сегодня сниму видео про парфюмерные фабрики. Буквально несколько дней назад меня просили об этом, чтобы я снял и показал всю эту красоту и рассказал про вот эти вот орхидеи. Значит, в прошлом и позапрошлом году за прошлые 2 года розыгрышей на нашем канале большую часть своей коллекции парфюмерных фабрик я разыграл. Ну, в связи с принятым решением о переезде на юг, в другое место, регион, место проживания, я решил от части своей коллекции, ну, собственно говоря, избавиться. И вот сегодня вы видите видео, на котором ну, больше половины здесь орхидей уже разыграны, они просто зимуют у меня, и скоро они отправятся в свои домики. И у меня такая последняя такая возможность эти орхидеи снять на видео для истории, для канала. И, собственно, так, Мася, ну ты чё? Ты хочешь слезть? Дайте, друзья, я сейчас ее сниму, потому что хочет она что-то куда-то пойти. Дела у нее какие-то срочные. Пошла она, да. Вот. В общем, друзья, про парфюмерные фабрики. Итак, я хотел рассказать спрашивали меня, миф или это действительно капризный сорт и сорт, который очень часто, в общем, заканчивают жизнь свою таким, знаете, самоубийством. Ни с того ни с сего раз и погибает орхидея. Вот, значит, из всех тех, вот сколько я несколько лет увлекаюсь этими парфюмерными фабриками, вот, и за всю историю, ну, наверное, за последние сколько лет они у меня, ну, лет 5, наверное, точно, это как минимум, эти парфюмерные фабрики. Только одна, единственная, и, кстати, их общее количество было вот в 2 раза больше. Здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, 6. Ну, в общем, в общей сложности где-то было, да, штук 12 точно, разных причем. Вот, и, значит, одно из самых, как бы, суицидальных сортов парфюмерных фабрик, это Dusty Belle. Значит, в прошлом и в позапрошлом году 3 штуки Dusty Belle я разыграл. Вот оставил себе одну, вот эту вот красотку Dusty Belle. Она находится до сих пор в посадке, которую мы сделали с вами. Вот так лучше, вроде съемка. Которую мы сделали с вами еще, наверное, года 4 назад. Посадили вот в такой вот грунт, здесь керамзит, и чтобы немножечко был он более-менее медленнее высыхал и более влагоемким, присыпали перлитом, который уже, видите, водорослями покрылся. То есть орхидея очень давно здесь растет в этом грунте, уже 100-500 раз, видите, цвела, пеньки у нее, и сейчас она заканчивает свое очередное цветение. И вот, значит, первый миф о суицидальности Dusty Belle. Вот из всех орхидей их было несколько Dusty Belle. Одну видите сейчас у себя на экранах. Лишь только одна Dusty Belle у меня, вот как говорят, что взяла в один прекрасный момент и решила покончить жизнь самоубийством. Это вот этот вот экземпляр. Но это не просто Dusty Belle, это Dusty Belle бабочка, как вы видите. Вот такая вот, сейчас я ее зафиксирую, поставлю, чтобы она не дрожала, вот, чтобы было ее более-менее удобно на нее смотреть. Вот она. Так, дверь я сейчас закрою.
Вот. Чтобы собака туда-сюда не моталась. Вот, это Dusty Bell бабочка. А вот она, значит, в позапрошлом, получается, году, ни с того ни с сего, во время моего отпуска, я уехал буквально на пару недель, приехал, а сама орхидея буквально развалилась на желтые листья. То есть орхидею поразил бактериоз. Это вот такая вот зараза, когда ткани превращаются в кисель. Орхидея желтеет и расползается, распадается на желтые листья. Значит, вот от нее остался вот такой пенек, замазанный, видите, замазанный Максимом. Вот, и видите, даже пенек, вот цветонос оброс корнем, прям вот видите, в середине экрана. Вот, то есть вот этот пенечек, я уже думал, что с него ничего не получится. Не стал его выкидывать, оставил его, ну, в общем, пересадил его, этот пенек, обработал, листьев нету, точки роста нету. И на этом пеньке, друзья, где-то, видите, сантиметров 5 от кончика пенька, от места среза пенька, да, то есть орхидеи того, чего осталось, появилась детка. И вот детка уже... Вот такая вот сейчас цветет в первом своем домашнем цветении. Детка от той Dusty Bell, которая покончила жизнь. Ну, мамаша хотела покончить, ну, точнее, она покончила, но дала потомство. Видите, пенек от этой мамаши дал потомство. И вот, собственно, она растет. Вот, это к слову о том, что, ну, да, у Dusty Bell могут быть случаи самоубийства, но это, друзья, скажем, такие единичные. То есть сам по себе сорт, наверное, в начале, в самом, несколько лет назад, были какие-то партии от садовников неустойчивые еще только-только, когда он появился. Но потом все, сорт стал таким, знаете, более сильным, иммунитет подтянули ему. В общем, я бы так сказал, что вроде бы с ним все нормально. Я купил в интернет-магазине года, наверное, 2 или 3 назад. Кто смотрит наш канал, те помнят эту историю. Заказал, пополнил коллекцию 2 красотками. Вот одна, вот такая вот Dusty Bell ароматная. Смотрите, какие листья. Вот. И вторая, вот такая вот. И, значит, было мое разочарование, когда обе они уже мне пришли, покупал как цветущие. Обе они пришли, такие, знаете, ну, в увядшем состоянии. А вторая начала, в общем, у нее уже желтели листья от основания. Она уже была в таком, знаете, состоянии, в квелом. То есть, ну, явно ее отправили мне, ну, на погибель. То есть подсунули мне гнилушку, и мы на канале вместе с вами ее спасали, зачищали, прям срезали всю гниль, замазывали тоже Максимом. И у нее был такой 2-летний, я бы так сказал, восстановительный период, видите. Вот. Она приходила в себя, и вот сейчас, после тех процедур, она вот в первом своем домашнем цветении зацвела маленькими такими робкими цветоносиками. Вот такая вот она оранжевая, обалденная. Вот такая персиковая, я бы даже сказал, такого телесного цвета. Очень интересные. Значит, все эти, кстати, Dusty Bell, друзья, цветут уже не первый месяц, поэтому сейчас краски у них не такие сочные. Они имеют свойство немножко с каждым месяцем цветения немножечко окрас у них выцветает. Вот, поэтому, собственно, сейчас они немножко такие блеклые. И вот, значит, именно вот эта вот орхидея, она вот нижние листья поскинула, какие-то я удалил. В общем, сейчас у нее сложился такой уникальный случай, уникальная возможность. Значит, эта орхидея, кстати, разыграна под номером 169. Вот столько у нее там корней. Она зимует и скоро отправится в свой новый домик. И вот у новой хозяйки уже есть такая возможность вот здесь сделать разрез, то есть макушку уже сразу снять, у которой, смотрите, много воздушных корней, вот таких вот, сразу отсадить, а пенек оставить для получения детки. То есть
В общем, новая хозяйка получает уникальную возможность, значит, все, что мы на канале показываем по разделению и омоложению орхидей, воплотить на опыте вот этой вот уже готовой орхидеи. То есть это очень-очень здорово. Я даже, можно сказать, завидую победительнице в этом плане. Это, значит, орхидея. Мы вернули ее к жизни. Вот. А вот вторая в хорошем состоянии, которая была, вот такая вот, она еще в лучшем состоянии сейчас. Под номером 175 мы ее разыграли. Тоже цвела у нас. И вот она вот сейчас вот так вот она цветет. Вот такой у нее краб. Вот. Ну что, ты обратно зашла? Залезть хочешь? Сейчас, друзья, подождите. Вот. Я ее подсажу. Оп. Давай, Масяба. Вот так. Вот так. Вот. Ну, в общем, вот так вот, друзья мои. Что еще? Себе я, значит, оставил вот такую Dusty Bell. Классическую. Это мини. Вот. Dusty Bell. Вот эту разыграли. Вон ту разыграли. Вот эту вот, значит, парфюмерную фабрику я подарил одной из постоянных зрительниц, подписчиц нашего канала. Вот, то есть она тоже ждет тепла и отправится тоже в свой новый домик. То есть из этих орхидей 6, 3 орхидеи, они уже не мои. Теперь, друзья, вернемся к моим. Так, вот эту Dusty Bell я показал вам. Вот эту бабочку Dusty Bell. Вот, пожалуйста, хороший момент. Сразу вам 2 Dusty Bell показать. Одна бабочка, вот она, вот такая вот, а вторая вот стандартного цветения. Именно просто поэтому я вот эту орхидею себе и оставил. Собирал именно бабочек парфюмерных фабрик. И вот у меня 2 штучки. Одна стандартная, а другая бабочка. Я очень-очень счастлив. И еще у меня есть бабочка Orange. Ну, хоть она, конечно, ну, она такая и шла, значит, подписанная продавцом. Вот она, вы ее видите, Orange. Хотя она сейчас, ну, как будто выглядит не как Orange, а, я бы так сказал, наверное, Orange больше вот эта, да, орхидея, чем вот эта бабочка Orange. Но, тем не менее, друзья, что есть, то есть. Вот такая вот она нежная, парфюмерная фабрика. Orange была маркированная, все растет у нас в закрытой системе. Как вы можете заметить, все парфюмерные фабрики у меня здесь в разных посадках. Значит, что у меня здесь? Какие посадки? Ну, во-первых, закрытая система. И там у нас, по-моему, обычная кора. И обычная кора. И маховой фитиль. Здесь у нас обычная кора с керамзитом. Вот это вот орхидея. Другая орхидея у нас кора, керамзит и кокосовые чипсы. Другая орхидея у нас просто мелкая кора. Значит, бабочка, которая у нас, значит, сейчас я посмотрю, кокосовые чипсы у нас здесь, и кокосовые чипсы и орхиата, по-моему. Вот, другая бабочка. И неорганика. Это керамзит с перлитом. Все, друзья. То есть, вот посмотрите. Орхидеи в разных парфюмерные фабрики, орхидеи в разных посадках. Вот за всю историю. И вот сколько вот, 12, да, 12 где-то примерно у меня парфюмерных фабрик разных. Вот только одна из всех, вот за столько лет, вот такая вот бабочка Dusty Bell совершила побег. Вот. Но мы ее вернули. Она нам народила деточку, которая вот, смотрите, какая прекрасно себя чувствует. Сами видите. Это, значит, к вопросу о суицидальных особенностей этого сорта. Ну, я думаю, что вы сами уже ответили на вопрос, действительно ли Dusty Bell, точнее не Dusty Bell, а вообще парфюмерные фабрики, они самоубийцы или нет. Ну, как видите, что, ну вот, исходя из моего опыта, друзья, я бы не сказал. То есть среднестатистически
Вот, среднестатистически. Теперь следующий момент. Тоже многих эта тема волновала по поводу крапа. Значит, что если у Dusty Bell нету, точнее не Dusty Bell, да что ж такое, постоянно Dusty Bell. Что значит, если у парфюмерной фабрики не ярко выраженный краб, то это не парфюмерная фабрика. Друзья, ну вот, пожалуйста, вот вам пример. Dusty Bell бабочка, у нее практически этого крапа, он практически даже не проявляется. Ну, где-то тут видно, вот где-то вот конопушечки, но как такового его нету по сравнению, например, вот с этой, да, с классического цветения. Посмотрите, да, то есть есть, видите, разницу. Чего не скажешь, например, вот про ту, та вообще прям у нас, смотрите, прям ас крапа. И вот что хочу сказать даже вот по, на примере Dusty Bell, друзья. Краб, сам по себе наличие крапа или его отсутствие как такового, это не говорит о том, что это не парфюмерная фабрика. То есть краб может проявиться как до, там, как после, как в процессе, разной интенсивности может быть. Но это, опять же, друзья, мои наблюдения. Я сейчас рассказываю, исходя из собственного опыта. То есть моя оценка может быть и рассказ мой опыт может быть субъективным. У всех все по-разному. Но вот я с вами делюсь своим опытом и то, что с моими орхидеями происходит. Поэтому говорить о том, что краб как-то определяет, наличие краба как-то определяет, настоящая или нет парфюмерная фабрика, ну, на мой взгляд, это, ну, как минимум заблуждение. Вот, как минимум заблуждение. Что еще по поводу, значит, аромата? Значит, многие спрашивают, действительно ли у парфюмерных фабрик очень такой яркий, невыносимый аромат. Друзья, значит, все парфюмерные фабрики по сортам пахнут с разной интенсивностью. Самый яркий, такой, знаете, сочный, насыщенный аромат это у Dusty Bell. Я бы, наверное, эту орхидеечку все-таки отнес к более таким мужским ароматам. Дальше уже все остальные орхидеи идут на понижение своих ароматических свойств. Все остальные с разной степенью пахнут мягче. Вот. Мягче и нежнее. То есть вот как бы так. Что еще сказать? Ну все, собственно. Вот мне больше сказать про господи, опять Dusty Bell. Вот, про орхидеи эти. Так, хочу вот сюда вам ее поставить, чтобы две бабочки посмотрели. Значит, вот. Одна. Вот так вот. Чтобы картинку вам сделать. Вот. Две бабочки. Две парфюмерных фабрики. Вот. Одна вот такая вот, оранж, и Dusty Bell. Две бабочки, вот такие вот. Ну, красотки же, да? Просто красотки. О, как у нас ветер гуляет. Все, друзья, вот такой вот рассказ. Если у кого-то какие-то вопросы есть по поводу парфюмерных фабрик, на сегодняшний день их, ну, по-моему, порядка уже, наверное, 10 выпустили. У нас на канале есть отдельный плейлист про парфюмерные фабрики. Можете зайти и посмотреть, как все эти орхидеи я сажал, как за ними ухаживал, что с ними происходило, какие появлялись, какие разыгрывались орхидеи. В общем, все у нас есть в плейлисте, который так и называется «Орхидеи парфюмерной фабрики». Поэтому всю историю проследить про эти орхидеи вы можете у нас на канале. Вот такая вот она, прям необычная. В этом году она прям такой, знаете, темный, насыщенный такой цвет у этой фабрики. Вот такая вот она красотка.
Вот. У продавца, когда покупал вот эту и вот эту, они были парфюмерная фабрика 1, парфюмерная фабрика 2. Вот. Я не стал заморачиваться с определением точности названий. Вот как есть, так и есть. Вот. Это неблагодарное дело парфюмерные фабрики определять. Мы знаем точно ярко выраженную Dusty Bell. Она отличается своим неоновым цветением и таким желто-морковным ореолом по лепесткам. Вот. Все остальные это уже... Все остальное это уже все остальное. Все, друзья, вот такие вот, значит, у меня истории про эти орхидеечки. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Вот она, еще одна шоколадная парфюмерная фабрика. Нализала, намочила мне здесь покрывало. Вот, чистюля. Все, друзья, всем пока.